Глава 1076. Усвоение таблеток. Крупный человек не посмел показать свой гнев, услышав это, но у него на сердце было угрюмое настроение. Однако он заставил себя улыбнуться и сказал: «Старший, наш клан ли обосновался в горах Снежной Цепи с разрешения старейшины Луна. Вы можете занять горы, если сначала сообщите ему. Думаешь, старейшина Лун сможет как-то повлиять на меня?» Хань Ли закатил глаза и сказал враждебным тоном: «У вас есть полдня, чтобы уйти. Если кто считает это неприемлемым, будет пенять на себя». Лицо крупного мужчины стало мрачным, и он подумал сказать что-то еще, когда Хань Ли прервал его взмахом рукава, метнув в него полоску лазурного света. В тревоге крупный человек покрыл свое тело защитным световым барьером, но все равно ощутил мощное давление на себе. Двое стариков, использующих летающие магические инструменты, не успели защититься и были отброшены бурей. Испугавшись, они попытались, но не смогли активировать свою защиту, словно их магическая сила была запечатана. В этот момент их охватил страх. К счастью, ветер быстро рассеялся, и старики смогли снова стабилизироваться. Когда они повернулись посмотреть вверх, они обнаружили, что Хань Ли уже исчез. С трепещущим сердцем один из стариков спросил человека в серой мантии: «Достопочтенный предок», когда он, с неприглядным выражением, он глубоко вздохнул и сказал: «Прикажи всем немедленно собирать свои вещи. У нас всего 4 часа, чтобы покинуть гору». Старик в черном закричал: «Что? Мы действительно откажемся от огромных усилий, что приложил наш клан Ли для победы над 7 братьями Снежной Цепи ради этих гор? Мы здесь и 100 лет не прожили. Насколько опасен этот человек, что даже старейшина Лун не будет действовать?» Хотя другой старик не говорил, его выражение на лице показывало, что он согласен с ним. Учитывая, как трудно было там обосноваться, он также не желал покидать их дом. «Вы сошли с ума», — фыркнул человек в серой одежде с мрачным выражением лица. «Вы осмеливаетесь оскорбить кого-то с таким уровнем культивации?» Его духовное давление было даже выше, чем у старейшины Луна. «Я подозреваю, что он культиватор на средней стадии зарождающейся души. С такой мощью даже старейшина Лун закроет на это глаза, независимо от того, какие у нас с ним отношения. И как бы он ни был ужасен, он дал нам время уйти. Если он убил нас без предупреждения, думаете, кто-нибудь бы попытался отомстить за нас? Не забывайте, что в мире культивации все решает сила. Причина, по которой мы смогли занять гору в первую очередь, заключалась в том, что мы были немного сильнее, чем 7 братьев Снежной Цепи, и в результате были признаны другими клана. Пока существуют основные ученики нашего клана Ли, нам нужно только сразиться за другую духовную гору, в худшем случае. Это гораздо лучшая альтернатива, чем встретить свой конец от культиватора зарождающейся души». Оба старика кивнули, осознав все это. Вскоре после этого все трое скрылись в направлении горы. Спустя промежуток времени, за который можно было доесть обед, окрестности стали очень оживленными. Один за другим культиваторы перемещались между зданиями и пещерными резиденциями. Хотя на их лицах была паника, их движения выглядели упорядоченными и эффективными. Несколько часов спустя 2 отряда культиваторов взлетели и покинули гору ровным строем. Из этих 300 подавляющее большинство из них находились на стадии уплотнения ЦИ, и только около 20 человек сели на летающие магические инструменты. Но в любом случае они не медлили и быстро покинули гору. Это огромное движение, естественно, привлекло внимание соседних кланов, и они стали посылать людей, чтобы узнать, что происходит. Клан Ли просто сказал им правду, к большому удивлению этих культиваторов. Горы Снежной Цепи были захвачены культиватором зарождающейся души. Разведчики вернулись в свои кланы, чтобы выработать контрмеры. Внезапно на этой земле появился высокоранговый старший. Его появление могло принести как счастье, так и беду, но, поскольку он занял горы Снежной Цепи, скорее всего, в этом случае их ожидало последнее. Потрясённые новостями, соседние фракции культиваторов готовились к бегству в любой момент. В этот момент Хань Ли стоял на вершине огромной скалы в горах Снежной Цепи. Он распространил свое духовное чутье, осматривая горы в поисках культиваторов. Затем он открыл глаза с довольным выражением на лице. Взмахнув рукой, он вызвал набор флагов и пластин. После этого его тело размылось, и он быстро окружил гору, вернувшись в исходное положение. Все инструменты для установки формации в его руке теперь исчезли. Густой белый туман внезапно возник из ниоткуда и вскоре покрыл всю гору. Хань Ли кивнул, видя, что с формацией проблем не было. Эту контрмеру он приобрел из сумки старого дьявола Цаня. Хотя она не была эффективна против культиваторов зарождающейся души, это все же была высокоранговая формация, эффективная против культиваторов формирования ядра и ниже.
Позаботившись об этом, он достал сумку для хранения духовных зверей и подбросил ее в воздух. Сделав жест заклинания, он указал рукой в воздух. Сумка для хранения открылся, и наружу мгновенно вырвалась ледяная ци от дюжины кристаллических белоснежных шестикрылых ледяных многоножек. Вылетев, они стали летать над ним кругами и радостно трещать крыльями. Оказалось, что ледяная ци поблизости взволновала их. Отдав им приказ, он выпустил дюжину многоножек, позволив им рассеяться в тумане. С иллюзорной формацией и дюжиной ледяных многоножек, скрывающихся внутри, даже культиватор на ранней стадии зарождающейся души бы потерпел поражение. Приняв эти меры безопасности, он немедленно использовал глаза духовного прозрения, чтобы найти на горе место с самой плотной аурой. Затем он использовал технику земляного передвижения, чтобы проникнуть глубоко внутрь, и расчистил достаточно места, чтобы установить особняк скрытой фортуны. Наконец, приняв надлежащие меры для остальных своих насекомых, он немедленно вошел в свою скрытую комнату и сел, скрестив ноги, медленно закрыл глаза и начал медитировать. Время шло медленно. Когда Хань Ли снова открыл глаза, его лицо и сердце были совершенно спокойны. Он хлопнул по сумке и достал красную тыкву в руку, а затем вытряхнул оттуда блестящую изумрудную таблетку размером с большой палец, испускающую потрясающий аромат. Это была начальная цель его путешествия — таблетка культивации зарождающейся души. Согласно словам старика Фу их секты 9 безмятежностей, на усвоение этой таблетки требовалось полгода. Хань Ли больше не мог откладывать это дело. Если он примет таблетку, это принесет большую пользу не только его будущей культивации, но и его силе. Как только он проглотил таблетку, он сразу почувствовал, как по его телу распространился мягкий холод, быстро превращаясь в нити палящего тепла. Он немедленно убрал бутылку и закрыл глаза. Затем, сделав жест заклинания, он снова погрузился в глубокую медитацию. Если бы кто-то заглянул внутрь его тела, он бы обнаружил, что его зарождающаяся душа высотой в 2 дюйма открыла глаза. Она извергала потоки лазурного пламени, которые медленно усваивали изумрудную лекарственную таблетку. Оглушительное молчание наполнило воздух. Шли день за днем, и полгода пролетело в мгновение ока. В горах снежной цепи царили мир и спокойствие, но некоторые культиваторы то и дело наведывались на гору. Среди них были высокоранговые культиваторы из близлежащих фракций или бродячие культиваторы формирования ядра из других областей, которые пришли, чтобы выразить свое почтение. Среди них был старик в серебряном одеянии, который пришел навестить Хан Ли, единственный культиватор на ранней стадии зарождающейся души в этом регионе. Но кто бы ни приходил, его встречал бесконечный белый туман, из которого доносились странные крики. В результате чего культиваторам ничего не оставалось, кроме как вернуться назад. С другой стороны, старик в серебряной одежде не был удовлетворен тем, что его игнорировали. Он ворвался в белый туман, но через мгновение его заставила вернуться серия пронзительных криков насекомых. Покинув туман, одна из его рук была запечатана в глыбу льда. Хотя это не повлекло бы за собой сильной травмы, старик в серебряном одеянии не осмелился снова войти в туман. Он просто разочарованно вздохнул и улетел. Сила шестикрылых ледяных многоножек прекрасно показывала, что способности Хань Ли были намного выше его собственных. Ему было бы глупо пытаться еще больше провоцировать этого высокорангового культиватора. Вскоре после этого фракции культиваторов в радиусе десятков тысяч километров знали, что гора снежной цепи была занята высокоранговым культиватором. Даже лорд этого региона, старейшина Лун, не смел провоцировать его, к большому удивлению всех. Таким образом, горы снежной цепи в радиусе 500 километров превратились в запретную зону. Все мимо проходившие культиваторы старались обходить ее стороной, боясь спровоцировать находящегося внутри эксперта. К счастью, за весь год в горах снежной цепи не произошло ничего примечательного. Эксперт не вмешивался ни в какие внешние дела, успокаивая страхи других соседних фракций. В один день Хань Ли закончил усваивать таблетку культивации зарождающейся души и открыл глаза. На его лице было довольное выражение, демонстрирующее успех. Глава 1077. Полученные сокровища. Хань Ли медленно встал и махнул рукой, создав облако лазурного света, сгустив его в сверкающий полутвердый шарик размером с яйцо. Он уставился на чистую духовную силу в своей руке и пробормотал: «После укрепления моей зарождающейся души моя магическая сила пропорционально выросла». Затем он сжал руку, и шар света рассеялся. Хлопнув себя по макушке, оттуда вылетел луч лазурной ци. Он сделал круг над его головой, показывая младенца с лицом Хань Ли. Изначально его зарождающаяся душа была всего 2 дюйма, но теперь она выросла еще на полдюйма. Ее тело стало намного более твердым и отчетливым.
Зарождающаяся душа держала в руках маленький лазурный котел с изумрудным талисманом, а над ее головой кружили десятки летающих мечей. Мечи сверкали лазурным светом и выглядели очень изысканно. Душа выглядела взволнованной и радостно летала по комнате в течение почти 2 часов. Затем он вернулась в тело, словно устала. Хань Ли снова открыл глаза с довольным выражением лица. До того, как он принял таблетку культивации зарождающейся души, она могла выходить из его тела всего на час. Дальнее пребывание вне тела истощало его жизненную силу. Ходили слухи, что когда культиватор достигал поздней стадии божественной трансформации, его зарождающейся души становилась совершенно твердой, что позволяло ей жить без тела и выстоять перед небесными ветрами. Это был также самый надежный способ для вознесения в мир духов. Но, несмотря на увеличение магической силы, он все еще был далек от достижения пика средней стадии зарождающейся души. Как ни странно, усвоив эту таблетку, он был полностью уверен, что достигнет этой точки через 100 лет уединенной культивации без каких-либо проблем или узких мест. Это странное чувство восхитило Хань Ли. Как только его зарождающаяся душа вернулась в его тело и успокоилась, он открыл рот и выплюнул 2 золотые полоски. Сделав круг вокруг него, они превратились в 2 тусклых золотых меча. Это были те самые облачные бамбуковые мечи, которые высший демон захватил в долине падения демонов. Хотя их духовная природа еще не была полностью уничтожена и их еще можно было контролировать, они были непригодны для создания формации золотых мечей. Таким образом, Хань Ли специально выделил время для восстановления 2 своих духовных сокровищ. По его мысленному приказу мечи приблизились к нему на метр и остановились. Он выплюнул 2 облака своего зарождающегося пламени и мгновенно окутал их. При виде потрескивающего лазурного пламени, танцующие на лезвиях, Хань Ли взмахнул рукавом, вызвав несколько маленьких бутылочек, которые он приготовил заранее. Все они мгновенно открылись, и их содержимое вылилось в лазурное пламя, окрасив его в разные цвета. Затем Хань Ли уставился на оба оружия, щелкнув пальцами, и наложил печать заклинания, контролируя процесс закаливания. Ремонт летающих мечей продолжался целых 3 дня. С бледным цветом лица Хань Ли выплюнул сущность крови и добавил ее в летающие мечи. Только тогда оба меча снова стали сверкать своим изначальным золотым светом и были дьявольской ци. Затем он вернул оба меча обратно в свое тело и немедленно погрузился в медитацию снова. Через день Хань Ли почувствовал, что его магическая сила была восстановлена, и открыл глаза, вызвав теперь изумрудную деревянную линейку в свою руку, кипригель 8 духов. С задумчивым выражением на лице он заметил следы на деревянной поверхности кипригеля. Вырвавшись из павильона подавления демона, Хань Ли уже заметил, что обычная духовная сила, похоже, не влияет на него, но из-за нехватки времени он не смог исследовать этот вопрос. Теперь он держал рукоять кипригеля в одной руке, медленно вливая в нее духовную силу, пока лазурный свет бродил по его пальцам. Конечно, результат был таким же. Духовная сила циркулировала в кипригеле, но никаких изменений не происходило, за исключением нескольких линий зеленого света, сверкающих на поверхности. Потратив 10-ю часть своей духовной силы на незначительный эффект, Хань Ли убрал магическую силу и задумчиво опустил голову. Через мгновение он поднял другую руку и вытянул 1 палец перед собой. Радужный свет засверкал на кончике пальца, вызвав свой барьер ваджры, который он держал в своем теле. Нить буддийского света вспыхнула от него и бесследно исчезла в кипригеле. Внезапно кипригель 8 духов запульсировал светом, испуская лазурный туман. Из тумана появились изумрудно-зеленые символы, создавая набор священных писаний. Удивившись, Хань Ли сразу же сосредоточил свой взгляд на них. Посмотрев на них еще несколько мгновений, Хань Ли глубоко вздохнул и сказал: «Все так, как я и ожидал». Поскольку кипригель 8 духов был буддийским сокровищем, Хань Ли предполагал, что им можно было управлять с помощью буддийского света. Священное писание, появившееся из света, было техникой артефактной печи сокровища. Основное искусство культивации Хань Ли всегда было даосским по природе с несколькими очень сильными дьявольскими техниками. Единственной буддийской техникой, которую он когда-либо культивировал, было искусство яркого нефрита. Хотя это была высокоранговая буддийская техника, она была сосредоточена на теле. Она не только была невероятно сложной, но и культивировать ее также было очень болезненно из-за последствий очищения организма. Поскольку он культивировал искусство только до 2-го уровня, техника не могла производить буддийский свет. Однако, в барьере ваджры было много буддийского света, что позволило ему культивировать 1-й слой техники артефактной печати. Мысли Хань Ли быстро мелькнули, как молния, и он сразу же принял решение. Даже если бы он мог использовать только часть его силы, это все равно было бы чрезвычайно мощным сокровищем.
Приняв это решение, Хань Ли влил в Кипригель больше буддийского света, благодаря чему его техника артефактной печати стала более четкой для прочтения. Техника артефактной печати Кипригеля «Восьми духов» сильно отличалась от техники небесного котла. Однако, она была гораздо проще, так что культивировать ее можно было всего за несколько лет. С этой мыслью он молча взмахнул рукавом и взмахнул Кипригелем в лазурной вспышке света. Затем он щелкнул пальцами, чтобы приманить к себе поврежденный флаг черного ветра. От этого сокровища теперь остались скудные обрывки, но большая древка флага все еще сохранилась. Но, несмотря на свой потрепанный внешний вид, флаг все еще сверкал черным светом, словно в нем все еще присутствовала его духовная природа. Было ясно, насколько мощным он был, пока был целым. Однако Хань Ли взял его с собой не для того, чтобы починить. Его интересовало само пространственное сокровище, и он задавался вопросом, можно чему-нибудь научиться, изучив его. В конце концов, сокровища пространственного типа были невероятно редкими, даже среди божественных духовных сокровищ. Поскольку сумки для хранения были лишь низкоранговыми пространственными магическими инструментами, изучая их, было невозможно что-либо выяснить. Жаль, что божественные духовные сокровища действительно выходили за рамки его нынешнего понимания. После нескольких дней напряженного изучения он не мог ничего понять о флаге. С чувством сожаления он убрал флаг и достал вместо него гигантский огненный котел, который он приобрел в зале духовной трансформации. Еще до того, как сокровище непреднамеренно обрело разум, оно было древним высокоранговым сокровищем. Поскольку он мог произвести более 1000 янских огненных птиц, его нельзя было недооценивать. Конечно, он взял котел с безымянным прозрачным материалом, 12 пламенными столбами и 3 черными кристаллами разного размера. Хотя он знал, что эти предметы были редкими, он только сейчас нашел время для их идентификации. Что касается свитка и земляного желтого жезла демона, который он приобрел в зале Кунью, и сумки для хранения старого дьявола Цаня соответственно, их сила была огромной. Лишь немного доработки, и он мог контролировать их, как ему угодно. К сожалению, кровавый клинок принес ему только разочарование. Клинок был явно изготовлен из кристалла дьявольской эссенции. Он считал, что он был создан из одного или двух, которые он продал на подпольном аукционе в столице Цзинь. Сила клинка в способности поглощать души и плоть даже культиваторов зарождающейся души внушала страх, но теперь эта сила исчезла, превратив его обратно в обычное сокровище. Немного подумав, Хань Ли разгадал его тайну. Кровавый клинок мог увеличивать свою мощь, пожирая плоть и кровь других, но не мог ее сохранить. Через некоторое время приобретенная сила постепенно рассеивалась. В конце концов, это была копия сокровища, и его нельзя было сравнить с настоящим драконьим демоническим клинком. Сильно разочарованный, Хань Ли убрал сокровище. На секунду задумчиво он опустил голову и хлопнул себя по затылку. После этого он выплюнул сферу золотой ци и барьер ваджры. Внутри было 5 шариков сверкающего золотого света. Хань Ли с серьезным выражением взглянул на золотую сферу, и из его глаз вырвались следы духовных колебаний. В его голове промелькнула мысль, и он нахмурился, а затем поднял голову и указал на барьер. Тот дрогнул и стал увеличиваться в размерах. В 5 сферах грянул гром, а между ними стали сверкать бесчисленные дуги молнии, раскрывая 5 человеческих скелетов, покрытых талисманами. У всех 5 них был дополнительный темно-черный череп в яме желудка, который также был покрыт талисманами, удерживающими их от малейших движений. Эти скелеты были несокрушимыми чевкающими демона старого дьявола Цаня. Глава 1078. Поглощение демонов. Хань Ли вздохнул и пробормотал. Каждый из чевкающих демонов обладает культивацией на ранней стадии зарождающейся души. Добавить к этому дьявольское усовершенствование, и они объединяются в одно целое и особенно хорошо используют совместные дьявольские техники. Вместе они могли бы даже сравниться с культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Если я как-нибудь смогу сделать их своими, они наверняка будут отличным подарком. Но они злобные и неуправляемые, ранее они даже пошли против своего хозяина. Боюсь, это слишком опасно. Затем он хлопнул по сумке для хранения и вызвал черную нефритовую пластинку в руку, больше не обращая внимания на чевкающих демонов, и погрузил свое духовное чутье в пластинку. Несмотря на то, что божественная дьявольская молния, сдерживавшая черных демонов, давно рассеялась, их заключение в барьер ваджры и многочисленные сдерживающие талисманы, прикрепленные к их телам, производили впечатление того, что демоны потеряли свою силу и выглядели так, как будто их насильственная природа давно исчезла. Вскоре после этого Хань Ли убрал свое духовное чутье с нефритовой пластинки и, подняв голову, пристально взглянул на демонов.
Черная нефритовая пластинка была безымянным дьявольским писанием, которое Хань Ли приобрел из сумки старого дьявола Цаня. Хотя священное писание было неполным, в нем было много злых секретных техник, включая технику усовершенствования несокрушимых чевкающих демонов. Процесс усовершенствования требовал свежих трупов 5 культиваторов зарождающейся души. Кроме того, зарождающиеся души этих тел тоже должны были погибнуть, оставляя после себя ауру обиды и гнева. После закаливания различными редкими материалами трупы также должны быть захоронены в месте концентрированной иньской ци, где каждый месяц обезглавливал иньского культиваторы, чтобы кормить их кровью, плотью и душой. Повторяя это в течение 100 лет, чевкающие демоны приобретут сознание и собственное тело. Затем, используя особую секретную технику для усовершенствования трупов, в течение нескольких десятков лет чевкающие демоны культивируют до их начальной стадии. Однако на этот момент у чевкающих демонов уровень культивации будет на ранней стадии формирования ядра. Для дальнейшего повышения их способностей требовались кропотливые усилия и огромные затраты. Но даже в этом случае сложно было довести демонов даже до поздней стадии формирования ядра. Стоило признать, что старый дьявол Цань был потрясающим гением. С помощью какой-то неизвестной техники ему удалось как-то поднять их до ранней стадии зарождающейся души. Вполне возможно, что это также привело к тому, что чевкающие демоны в итоге пошли против него. Если бы демоны были только на стадии формирования ядра, проблем с их контролем бы не было. Согласно технике усовершенствования чевкающих демонов, Хань Ли мог контролировать демонов, хотя и не был тем, кто их вырастил с самого начала. Однако в Писании упоминалась техника контроля над чевкающими демона, которую он мог использовать. Установив несколько исключительных ограничительных заклинаний на каждого из чевкающих демонов и периодически снабжая их своей сущностью крови, у него была возможность насильственно контролировать их. Конечно, это не позволило бы ему использовать чевкающих демонов в качестве личных воплощений, как старый дьявол Цань, но для его зарождающейся души было бы невозможно, чтобы в его тело вошли чевкающие демоны. Кроме того, был намного больший риск обратной реакции, чем в случае с старым дьяволом Цанем. В любой момент слабости он потеряет контроль над ними, или если он не сможет обеспечить их своей сущностью крови, они будут неустанно пытаться сожрать его. Однако у этой техники было одно преимущество. Ему не нужно было использовать свою зарождающуюся душу, чтобы подселить чевкающих демонов. Даже если будет обратная реакция, Хань Ли сможет сбежать их, а не отбиваться. Несмотря на риски, чевкающие демоны стоили своих преимуществ. Хань Ли ударил демонов несколькими заклинаниями, и каждая из них исчезла в их теле. Затем из его рта появилась сфера крови. Цвет лица Хань Ли побледнел от огромного количества используемой сущности крови, однако он, не тратя время на отдых, махнул рукой. В лазурной вспышке сфера крови расщепилась на 5 сфер. После этого Хань Ли взмахнул рукой, и кровавые сферы полетели к каждому из чевкающих демонов. Под его ментальным приказом сферы крови размылись и прошли сквозь барьеры ваджи, пробиваясь к 5 скелетам. Когда кровавые сферы приблизились к черным черепам, основным душам чевкающих демонов, их глазницы засверкали зеленым, и они начали непрерывно дрожать, словно сгорая от нетерпения. Но когда черепа коснулись скелета, плотно покрытого талисманами, вспышка зеленого света оттолкнула его, словно стараясь заставить их держаться на расстоянии. В воздухе послышался треск от непрекращающегося скрежета зубов чевкающих демонов. Холодный блеск сверкнул в глазах Хань Ли, и он поднял руку, выпустив из рукава 5 маленьких золотых мечей. Они мелькнули над 5 черными черепами и врезались к ним между зубов, еще больше обездвижив их. Черепа взвыли, а зеленый свет в их глазах начал пульсировать. Хань Ли безо всякого выражения произнес заклинание. Грянул гром, из 5 маленьких мечей вырвались золотые молнии. Тонкие дуги золотой молнии мерцали, а черепа дрожали от удара. Их вой превратился в вопли, и их свирепость сильно ослабла. Увидев это, Хань Ли был доволен. Затем 5 сфер крови упали в пасть демонов. Зеленый свет вспыхнул в их глазах, и через мгновение большая часть их силы, казалось, восстановилась. Хань Ли закрыл глаза и сделал руками странный жест заклинания. Затем он медленно высвободил свое духовное чутье, черпая поддержку из своей сущности крови, чтобы сформировать ментальную связь с чевкающими демонами. Как Хань Ли и ожидал, чевкающие демоны стали послушными, а их агрессивный характер исчез. Глубоко вздохнув, он дотронулся до своей сумки для хранения, вынув 5 серебряных нитей. Затем он махнул рукой, и нити бесследно вошли в черепа. Пробормотав заклинание, он выплюнул 5 сгустков лазурной ци. Пока Хань Ли бормотал заклинание, лазурная ци непрерывно колебалась. В итоге лазурные сгустки образовали 5 маленьких безликих тел. Как только они обрели форму, Хань Ли прекратил читать заклинание, сделал паузу и закричал.
Затем он провел рукой по земле, взяв 5 горстей желтой земляной ци, заставив их слиться с маленькими телами, образовав 5 реалистичных желтых змей. «Пробудитесь», — произнес Хань Ли. В этот момент 5 маленьких тел внезапно расплылись и метнулись к черепам, спрятавшись в них. Затем он продолжил, вынув несколько серебряных колец из сумки. Эти магические инструменты были магическим инструментом сдерживания демонов из дьявольских писаний старого дьявола Цаня, которые он создал во время полета. Поскольку он использовал остатки своей звездной эссенции для создания этих колец, они были невероятно долговечны. По взмаху его руки более 20 серебряных колец взлетели в воздух и зазвенели, мгновенно расплывшись из поля зрения и снова появившись на шеях и конечностях скелетов. Затем они странным образом исчезли, словно их там никогда не было. После этого Хань Ли вздохнул. Он махнул рукой еще раз, заставляя барьер Ваджры быстро уменьшиться и упасть к нему в руку. Но, как ни странно, чевкающие демоны, как скелеты, так и черные черепа, выпали через барьер на землю. Когда 5 золотых мечей вышли из черепов, талисманы, прикрепленные к их телам, загорелись адским пламенем. Вернув себе свободу, черепа превратились в облака серой ци и вошли в скелеты, исчезнув без следа. При виде этого Хань Ли мысленно активировал искусство контроля над демонами из нефритовой пластинки старого дьявола Цаня, заставив демонов встряхнуться. Затем они медленно поплыли к нему. От другого приказа 5 скелетов остановились, но их глаза вспыхнули зеленым светом, словно они хотели подойти к нему еще ближе. Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он тут же выпустил череду заклинаний. На каждом из скелетов тут же появилось по 5 серебряных полос, а лазурное пламя вспыхнуло на их поверхности. Запах гари наполнил воздух, и чевкающие демоны отступили, скрипя зубами в панике. Когда Хань Ли прекратил заклинание, лазурное пламя мгновенно исчезло, и он теперь знал, что злые демоны стали послушными. Хань Ли внутренне удовлетворенно кивнул. Это было приемлемо до тех пор, пока он мог приказать им атаковать своих врагов, даже если он не мог контролировать их в большей степени. С этой мыслью Хань Ли снова отдал приказ с помощью искусства контроля над демонами, заставив их исчезнуть в 5 облаках серой ци. Щелкнув пальцем, он достал маленькую черную бутылочку в руку. 5 облаков серой ци сделали круг и влетели в нее. Когда последние облака влетели в бутылку, он запечатал ее и наложил на несколько талисманов. Наконец он осторожно положил ее в сумку для хранения. До тех пор, пока он будет периодически кормить их своей сущностью крови, с их контролем не должно быть никаких проблем. Однако, это было возможно только из-за количества таблеток, восстанавливающих жизненную силу, которые были у Хань Ли. Даже более высокоранговые культиваторы, чем он, не смогли бы долго справляться с демонами. В конце концов, сущность крови была собственной жизненной силой. Обычно ее хватало на длительный промежуток времени. Даже основатель этой техники контроля над демонами предложил этот метод только потому, что он также был мастером усовершенствования таблеток. Он мог исследовать эти методы, потому что мог пополнять свою потерянную сущность крови. Подчинив чевкающих демонов, Хань Ли почувствовал себя удовлетворенным, но у него все еще был еще один важный вопрос, не требующий отлагательств. Великий инский истинный огонь, который он приобрел из гигантского древнего котла с горы Куню, несомненно, очень пригодился в бою. Однако его усовершенствование займет довольно много времени, поэтому он планировал отложить это на потом. Глава 1079. Северный ночной остров. Горы снежной цепи были окутаны безмольным холодом уже более 10 лет. Все в этом регионе знали, что на горе культивировал очень сильный эксперт. Естественно, никто не осмеливался путешествовать по окрестностям, и горы оставались нетронутыми. Когда соседние секты увидели, что этому эксперту было нужно только место для культивации, и что он не собирается предпринимать никаких действий, они испытали облегчение. Однажды сильная метель обрушилась на горы снежной цепи со свирепыми ветрами и снежинками размером с одуванчик. Метель была такой сильной, что скрыла гору от глаз, мгновенно окутав ее. Такая сильная метель была редкостью даже в таком ледяном климате. Даже низкоранговые культиваторы не хотели бы попасть в нее, но именно в этот момент в воздухе мелькнула ослепительная полоска лазурного света и исчезла из поля зрения. 2 часа спустя лазурная полоска появилась на расстоянии десятков тысяч километров от горного хребта вдали от гор снежной цепи. Свет исчез, раскрывая Хань Ли. Культивируя более 10 лет, он полностью закалил все свои сокровища и даже принял великий истинный инский огонь в свое тело, завершив первый этап его культивации. Закончив все эти приготовления, угрозу для него не представлял никто, кроме культиваторов на поздней стадии зарождающейся души или внушающих страх существ на уровне демонического предка Юаньча.
Не только его культивация и способности были намного выше, чем когда он вошел в гору Куню, приобретенные им чевкающие демоны и сокровища позволили бы ему на равных сразиться с несколькими культиваторами на поздней стадии зарождающейся души. По прошествии стольких лет он рассчитывал, что волнение на горе Куню уже стихло, и он решил отправиться в свой следующий пункт назначения — Северный ночной остров. Через полмесяца культиваторы заметили, что покрывавший горы снежной цепи белый туман исчез и стал совершенно необитаемым. После появления внезапно свободной духовной вены, соседние секты и кланы начали войну. Северный ночной остров был фактически полуостровом, префектурой вдали от области Шуан. Из-за экстремальных температур даже низкоранговые культиваторы не смели выходить на улицу без защиты. Однако этот полуостров был окружен не водой, а бесконечными слоями льда и вечной мерзлотой. Северный ночной остров был длиной в сотни тысяч километров, а в самой северной его части был гигантский ледяной город. Это был Северный ночной дворец, величайшая секта на севере. По правде говоря, сила секты была не слабее, чем у 10 великих сект праведного и дьявольского Да империи Цзинь. Но поскольку Северный ночной остров находился в пустынной местности, многие секты не признавали дворец как часть империи Цзинь, рассматривая его как заморскую секту и исключая его из ранга сект в империи Цзинь. Но в малонаселенных северных районах империи Цзинь Северный ночной дворец был даже более знаменитым, чем две великие секты материка — секта Небесного Дьявола и секта Высшего Процветания. Не было никаких сомнений, что Северный ночной дворец были величайшей сектой на севере. В северных регионах секта была также известна под названием Северный дворец бессмертных. Множество бродячих культиваторов мечтали присоединиться к нему. Северный ночной дворец также был разделен на внутренний и внешний. Ученики внутреннего дворца были выбраны из нескольких великих кланов культиваторов в регионе. Ученики внешнего дворца выбирались из небольших кланов и бродячих культиваторов за пределами полуострова. Конечно, если ученик внешнего дворца проявлял огромный талант или достигал больших заслуг, у него была возможность стать учеником внутреннего дворца. И если человек не обладал способностями, но все равно хотел присоединиться к внешнему дворцу, ему потребовалось бы пройти пешком тысячи километров вечной мерзлоты, окружающей Северный ночной дворец. Поскольку низкоранговые культиваторы не могли летать из-за ограничений в этом районе, им приходилось полагаться только на свои способности и культивации, чтобы противостоять лютому холоду. Таким образом, если они смогли бы вступить во внешний дворец, если им удавалось добраться до него. Независимо от того, что они использовали для преодоления суровых температур, это достижение демонстрировало их личностные качества. Конечно, культиваторов, которым это удалось, было немного. Многие просто замерзли в пути, но несмотря на это низкоранговые культиваторы все же стремились к дворцу, как мотыльки к огню. Однажды в районе, расположенном в тысячах километров от Северного ночного дворца, появилось более 10 фигур в меховых плащах. Их тела сверкали светом, пока они медленно продвигались вперед в порочной снежной буре. Эти люди были на морозе более полугода. Цвет их лица был смертельно бледным, а их шаги были неустойчивы. Однако никто из них не осмелился остановиться и отдохнуть. Холод не допускал такой возможности. Им оставалось поддерживать в себе силы только с помощью магических камней и силы воли. У всех путешественников были мрачные выражения на лицах, а дыхание было прерывистым. Через мгновение один из них стиснул зубы и достал из плаща бутылку с лекарством, сунул в рот алую таблетку, и вскоре цвет его лица стал более нормальным. Мужчина средних лет впереди был покрыт темно-желтым световым барьером. Не поворачивая головы, он сознательно сказал: «Господин Даосист Гэу, сколько у тебя осталось огненных яньских таблеток? Если ты не сможешь принимать их регулярно, у тебя могут возникнуть проблемы с посещением Северного ночного дворца. Будущие метели окажутся в несколько раз суровее, чем та, через которую мы только что прошли». Культиватору, принявший лекарственную таблетку, было лет 20. Он заставил себя улыбнуться и сказал: «Брат Гэу, не волнуйся. У меня в запасе целая бутылка. Я могу идти». Казалось, он немного боялся мужчину средних лет. «Тогда хорошо. Я не хочу путешествовать вместе с человеком без шансов». Будучи удовлетворен ответом юноши, свет отразился от его тела, и он продолжил движение вперед. Другие при виде этого продолжили свой путь, словно держаться рядом с этим человеком было их единственным шансом войти в Северный ночной дворец. Когда мужчина средних лет сделал несколько шагов вперед, он взвизгнул и внезапно остановился, а затем повернул голову и посмотрел вверх. Когда остальные проследовали за его взглядом, они увидели в небе, посреди снежной бури, лазурный силуэт. Словно странная сила сдерживала метель в 10 метрах от него. Мужчина средних лет был совершенно обескуражен появлением этого человека в воздухе.
Все присутствующие встревожились и изменились в лицах. Даже культиваторы формирования ядра не могли здесь спокойно летать, не подвергаясь воздействию ограничений этой области. Неужели этот культиватор был легендарным культиватором зарождающейся души? Или это был высокоранговый культиватор из Северного ночного дворца? Но его одежда выглядела чужеземной. Культиваторы переглянулись между собой в смятении, а их сердца наполнились страхом. Вы, бродячие культиваторы, желающие войти в Северный ночной дворец. Силуэт, светящийся лазурным светом, заговорил молодым голосом. Хотя уровень культивации мужчины средних лет был не очень высоким, он много знал о мире культивации, и его ум был взбудоражен, услышав вопрос этого человека. Он быстро поклонился и поспешно ответил: «Этого младшего зовут Гаутинцу. Я один из тех, кто проходит испытание, чтобы присоединиться к дворцу. Старший желает что-то приказать нам». С уважением сказал Гаутинцу. Лазурная фигура спокойно сказала: «Ты очень проницателен, но у меня нет для вас никаких поручений. Просто это место очень странное, и я не уверен, что иду в правильном направлении. Ты так уверен в своем пути, возможно, у тебя есть что-то, что тебя направляет». Когда мужчина средних лет услышал это, выражение его лица смягчилось, но он все еще поспешно ответил: «Похоже, это старший впервые на Северном ночном острове. В другие области Северного ночного острова достаточно легко войти, но этот регион находится под влиянием великой формации дворца. Они используют известный мифический змеиный камень в качестве ядра формации, заставляя духовное чутье культиватора колебаться в разных направлениях. Если бы кому-то покажется, что он летит мимо, боюсь, что он никогда не достигнет дворца. Что касается младших, таких как мы, то каждый из нас купил медальон, стабилизирующий душу, с рынка у входа в Северный ночной остров. Благодаря этому магическому инструменту наше чувство направления не сбивается». Лазурная фигура выглядела ошеломленной, медальон стабилизации души. Да, хотя это не редкий магический инструмент, его делают только во дворце. Он продается в магазине из дворца. Кроме того, их изготавливают в ограниченном количестве, и через год медальон теряет свою эффективность. Чтобы быть в безопасности, я купил дополнительный медальон. Могу я предложить их старшему? Взгляд мужчины средних лет переместился, и он вынул желтую пластинку из рукава. Затем он протянул его вперед обеими руками. Лазурный силуэт погладил себя по подбородку и, хихикнув, потянулся к нему, не говоря ни слова. В желтой вспышке медальон очутился в его руке. Само собой разумеется, лазурным силуэтом был Ханли, который прилетел на Северный ночной остров примерно месяц назад. Первоначально он полагал, что сможет легко преодолеть ограничения секты с помощью своих способностей, но когда он прибыл во дворец, он и представить не мог, что его духовное чутье ослабнет. Какое-то время он не мог найти местоположение дворца, к его большому удивлению и раздражению. Поскольку он пришел сюда, чтобы нанести дружеский визит, он не мог прорваться через ограничения силой. Не в состоянии придумать лучший вариант, он столкнулся с этой группой людей. Глава 1080. Город льда. Эти люди — твои спутники. Ханли осмотрел медальон в своей руке и убрал его во вспышке лазурного света. Взглянув на остальных позади него, Гаутинцы с легким беспокойством спросил: «С этими господами я познакомился недавно. Мы решили путешествовать вместе, потому что все мы хотим войти в Северный ночной дворец. Разве в этом что-то странное?» Ханли сфокусировал взгляд на молодой красивой женщине среди них и холодно улыбнулся. «Конечно, среди вас есть кое-кто, кто скрывает свою настоящую личность». «Что?» — удивился Гаутинцы. Ханли ухмыльнулся и спокойно сказал: «Среди вас затесался демон. Разве об этом нельзя сказать, что немного странно?» «Демон». Гаутинцы сильно изменился в лице, и он быстро повернулся, чтобы взглянуть на женщину-культиватора. Другие культиваторы были в шоке и бессознательно отошли от нее. Она широко открыла глаза, и ее сердце дрогнуло. Она поспешно объяснила: «Старший, должно быть, шутит. Я ученица клана Нин области Шуан. Как я могу быть демоном?» Когда юноша увидел удивление женщины, он поспешно высказывался, в то время как у других на лицах были нерешительные выражения. «Верно, старший, должно быть, вы ошиблись. Госпожа Нин является настоящим членом клана Нин. Я видел ее уже несколько раз». Ханли раздраженно фыркнул, жалкий фрагмент души осмелился прикидываться передо мной невежественным. «А ну, покажись». Сказав это, Ханли потянулся к ней, и из ее головы замерцал свет. Большая лазурная рука материализовалась и схватила ее. Как только рука появилась, женщина дрогнула, и ее удивление мгновенно сменилось обидой.
Затем ее фигура расплылась и взлетела на 60 метров в воздух. Не говоря уже о культиваторе стадии уплотнения ЦИ, даже культиватор формирования ядра не мог обладать такой скоростью. Хань Ли ухмыльнулся и взмахнул рукавом, выпустив желтую полосу, которая исчезла в следующее мгновение. В следующий момент она появилась над головой женщины в виде монашеского посоха длиной в фут. Хань Ли наложил заклинание на сокровище, и оно расплылось, увеличиваясь в размерах, пока не приняло форму 10-метрового призрачного тигра, который яростно набросился на нее. У молодой женщины не было времени действовать. Она извергла черную демоническую ци, чтобы заблокировать атаку. Раздался громкий взрыв и засверкал желтый свет. Черная ци рассеялась от удара, не оказав ни малейшего сопротивления. Посох упал на голову женщине. Женщина взвизгнула, и ее тело отбросило в воздухе. В этот момент из женщины вылетел черный силуэт, и, сделав круг, упал на землю. Грянул гром, и над головой черной фигуры появилась сеть золотых молний. Сеть обрушилась на фигуру, прежде чем там успела среагировать. Как только сеть коснулась черной фигуры, ее накрыли вспышки молнии, и черный демон тут же исчез. Эти почти мгновенные действия привели в замешательство культиваторов стадии уплотнения ЦИ. Хань Ли махнул рукой, заставляя посох монаха дрогнуть. Затем посох вернулся в его рукав. После этого Хань Ли бросил синюю бутылку в направлении Гаутиньцы. Мужчина средних лет неосознанно поймал его. Эти лекарственные таблетки помогут вам преодолеть мороз. Можно считать это платой за медальон стабилизации души. Сказав это, вокруг Хань Ли вспыхнул лазурный свет, и он улетел, мгновенно исчезнув из поля зрения. Когда мужчина средних лет пришел в себя от ступора, он крепко сжал бутылку в руках, будучи приятно удивленным. Внезапно остальные культиваторы закричали. Молодая женщина, которая упала ранее, очнулась. Похоже, что посох монаха Хань Ли не оставил никаких травм на ее теле. С медальоном в руке Хань Ли полетел в Северный ночной дворец. От произошедшего ранее у него на лице была легкая улыбка. Фрагмент души высокорангового демонического зверя спрятался в теле молодой женщины. Судя по его силе, он, по крайней мере, был демоническим зверем 8-го ранга. Демон был достаточно проницателен, чтобы скрывать фрагмент души внутри тела женщины без ее ведома. Если бы ей действительно удалось проникнуть в секту, демон смог бы ускользнуть, используя ее тело. Поскольку Хань Ли обнаружил это случайно, он решил, что уничтожит фрагмент души, поскольку для этого ему не потребуется значительных усилий, и это предотвратит любое волнение, пока он будет в секте. Неужели демонический зверь хотел пробраться в секту с помощью такого хитроумного метода ради ледяной квинтэссенции? В конце концов, он слышал, что Северный ночной дворец никогда не распространял информации об исчезновении своей ледовой квинтэссенции. Должна быть причина, почему они скрывали это. Пока его разум блуждал, он летел со скоростью молнии и вскоре оказался в буре с градом размером с кулак. Град от бури был сверкающим и полупрозрачным и стучал по его световому барьеру так, словно был сделан из камня. Но с нынешним уровнем культивации Хань Ли огромные градины даже не привлекли его внимания. Через час полета глаза Хань Ли загорелись, когда он увидел, что град и снег внезапно исчезли вокруг него. Неподалеку он заметил город, построенный изо льда. Здания блестели, отражая солнечный свет в виде радуги. Он также заметил несколько белых облаков, сверкающих в городе. На лице Хань Ли появился след изумления. Однако его взгляд быстро упал на огромную гору за городом. Гора была гигантской по меркам смертных и достигала, по меньшей мере, 30 тысяч метров в высоту. Но она была небольшой по сравнению с горой Куню. Но что действительно удивило Хань Ли, так это то, что гора имела форму гигантского столба. Она была покрыта плотным сверкающим слоем льда. Если бы не следы зелени, появившиеся с горы, он бы решил, что она целиком состояла изо льда. Он не мог рассмотреть эту гору даже своими глазами духовного прозрения, но он мог видеть группу сверкающих зданий на вершине, которую он счёл Северным ночным дворцом. Однако Хань Ли не сразу отправился в город. Территория вдоль пути, казалось, состояла только из обычных ледников, но между ними было невидимое ограничение. Как опытный мастер формирования заклинаний, Хань Ли чувствовал, что они были ужасающими. И если бы он неосторожно напал на них, он боялся, что активировал бы нечто, с чем бы было трудно справиться даже ему. Кроме того, как только он избежал снежной бури, из города вырвалось несколько световых полос, чтобы встретить его. Хань Ли поднял бровь при виде, но в его голове вспыхнула мысль, и он тут же посмотрел на медальон в руке. Медальон не только направлял путь, но и позволял Северному ночному дворцу узнать местонахождение культиваторов, желающих войти в секту.
Когда он подумал об этом, перед ним мгновенно возникли полосы света, мужчина средних лет с нежным выражением лица и две женщины в белых одеждах. Мужчина был на стадии формирования ядра, а женщины на стадии заложения основ. Мужчина, присмотревшись к Ханьли, встревожился и поспешно поклонился, этот младший, управляющий во внешнем дворце, Шиюнь. «Могу ли я спросить ваше уважаемое имя и причину, по которой вы прибыли к нам?» Когда эти культиваторы увидели, как Ханьли вышел из снежной бури, они поняли, что он был необычным культиватором, но они не ожидали, что он окажется незнакомым культиватором на средней стадии зарождающейся души. От этого они невольно занервничали. Ханьли спокойно ответил: «Вам не нужно знать мое имя. Я прибыл сюда только навестить своего друга, одного из старейшин вашей секты». Услышав ответ Ханьли, Шиюнь немного расслабился и спросил дружелюбным тоном: «Не могли бы вы сказать нам, о каком старшем идет речь?» «Я немедленно доложу ему об этом», — Ханьли медленно сказал. «Я встретил фею Бай Яой несколько лет назад. Она здесь. Боевая тетя Бай. Она в секте, но мне известно, что она сейчас находится в уединении. Я немедленно отправлю ей талисман передачи голоса. Пожалуйста, подождите секунду». От ответа Ханьли цвет лица Шиюня заметно улучшился, и он немедленно послал талисман передачи голоса. Ханьли же оставался неподвижным, но его глаза блуждали и рассматривали пейзаж. В ответ Шиюнь моргнул и собирался сказать еще что-то, как вдруг из метели в 400 метрах позади них вылетела алая полоса. Алая полоса свистнула от соприкосновения с ветром и быстро повернулась в их направлении. До того, как полоска появилась перед ними, из нее послышался добродушный смех. «Этот господин даосист решил посетил наш дворец. Как его зовут?» Когда свет погас, появился бледный юноша с кучкой седых волос. Его взгляд был проницателен не по годам. Ханьли прищурился и осмотрел человека перед собой. Просмотрев его своим духовным чутьем, он обнаружил, что этот культиватор был на средней стадии зарождающейся души, как и он сам. Прежде чем Ханьли смог ответить, Шиюнь радостно сделал шаг вперед и почтительно приветствовал культиватора. «Этот ученик с уважением отдает дань уважения боевому дяде Би. Ваше путешествие прошло спокойно.